Женщины, от которых у мужчин одни неприятности, существовали всегда. Но не всегда они были ролевыми моделями для подрастающих юных девиц. Скорее, предостережением, как не надо жить. В патриархальном обществе настраивать против себя мужчин было опасно. Могут и убить сгоряча. В лучшем случае останешься без содержания. Женщина должна была быть утешением для мужчины, подругой его меньшей, матерью его детей, заботливой, кроткой и приятной для глаз. Но не настолько, чтобы засматривали соседи. Ее назначением было в первую и зачастую в единственную очередь рожать наследников, во вторую – организовывать быт. И в целом делать жизнь мужчины приятной. И неважно, дочь ты царя или рудокопа, твои карьерные перспективы отличались только званием человека, который станет твоим мужем и повелителем. Разумеется, вся эта динамика могла сильно различаться от общества к обществу и от века к веку. Но в общем и целом на протяжении значительного куска человеческой истории в большинстве мест земного шара, где освоили земледелие, женщины занимали подчиненное положение. И это выглядело как единственно возможный естественный порядок вещей, гарантирующий женщине физическое выживание. Потому что она слабый пол, и, соответственно, ее дело подчиняться и быть опекаемой. Незамужняя или бездетная женщина была, считай, пропащей, потому что кто ей, голубушки, завалит мамонта. Поэтому дамы, которые не торопились прилепиться к мужчине, конкурировали с мужчинами на равных, вели самостоятельный образ жизни и при этом умудрялись не умереть в страшных судорогах, обладали с точки зрения публики сверхъестественными силами в прямом смысле слова. Сегодня мы поговорим о роковых женщинах, о женщинах-вампирах, демоницах и ведьмах, подчиняющих себе мужчин и доводящих их до краха. О тех, кого противопоставляли нормальным и хорошим женщинам, смирно исполнявшим отведенную им роль. О плохих девчонках истории. Сегодня я расскажу о том, как этот стереотип появился, развивался и во что он превратился на протяжении последних 3-4 тысячелетий. На YouTube вы видите цензурный вариант видео, который вы можете смотреть вместе со своими детьми и внуками, если вам угодно. Вариант для взрослых с обнаженкой и извращениями будет выложен на 2-м уровне моих блогов на Бусти и Патреоне. Если вы не в курсе, что это такое, в конце этого видео я прикреплю объяснение, что это и как на них подписаться. А сейчас роковые женщины в истории культуры, но по большей части истории бескультурья. Лилит была первой, еще до Евы. А если уж Ева довела Адама до изгнания из рая, то представляете, какой стервой была та, которую он на нее сменил? Вообще-то, согласно некоторым поверьям, между Лилит и Адамом не сложилось семьи, потому что она отказалась подчиняться ему, сказав: «С какой стати я должна быть под тобой, если мы равно сотворены из праха?» Как вы уже знаете, Бог скорректировал эту оплошность, сотворив еще одну женщину, на этот раз из ребра Адама, то есть вторичное существо. Лилит же, демонически хохоча, отрастила крылья и улетела якшаться с демонами и адскими существами. И так она стала прародительницей всех самостоятельных женщин, считавших себя равными мужчинам. С тех пор мужчины начали опасаться, что рядом с ними по земле ходят, помимо дочерей Евы, дочери Лилит. И в них нет никакого почтения перед мужчинами, а, соответственно, от них можно ожидать любой пакости.
Библия полна похожих друг на друга историй о красавицах, которые были опаснее, чем целые вражеские армии. Девы, уничтожавшие царей. Далила, пожалуй, самая типичная из них. Но есть еще Юдифь и Соломея. На неподписанных ренессансных полотнах их реально не могут отличить друг от друга. Рядом с этими женщинами царям нужно было спать головой в угол и не снимая купальной шапочки. Причем такие персонажи встречаются в преданиях многих древних обществ. Миф о прекрасной женщине, любовь которой в прямом смысле слова смертельна для злосчастного мужчины, весьма интернационален. В Индии, к примеру, есть до сих пор страшно популярный фольклорный персонаж – Вишаканья – отравленная девушка. Согласно древним санскритским текстам, если девочке не повезло родиться в день, когда солнце находится в созвездии Читра, ей суждено стать Вишаканьей. Такая женщина причиняет смерть своему мужу через 6 месяцев после свадьбы, лишает дом, в котором она живет, богатства и причиняет страдания всей семье. Поэтому этих девочек забирали из семей и делали из них таких суперкиллеров, такие Никиты Индостана. С самого раннего возраста их начинали кормить специальной диетой, включавшей в себя разные яды и противоядия. Большинство этих несчастных от такого обращения умирали, но те, кто выживал, становились невосприимчивы к ядам, и все их телесные жидкости становились смертельны для людей. Девушка превращалась в живое оружие. Их подсылали соблазнять политических врагов и лишних наследников, и плотская любовь к Вишаканье была смертельна для мужчины. То есть даже в Индии, на родине Камасутры, мужчины имели легкую паранойю насчет коварных соблазнительных женщин, перед которыми трудно устоять и которые доведут тебя до могилы. Вообще, роковая женщина часто играла активную роль в политике. И там она использовала свои женские чары для политической борьбы, что по определению делало ее страшно аморальной. Царица Иезавель, жена Ахава, была, по всей видимости, историческим персонажем и превратилась в нарицательное имя, в образец того, какой не надо быть приличным женщинам. У китайцев тоже есть своя Иезавель, полулегендарная жена последнего императора династии Шан – Даджи, красавица с душой лисицы. Это такой древнекитайский демон, которая довела приличного вроде правителя до состояния полного морального деграданта, предававшегося разнообразным порокам и так издевавшегося над подданными, что это привело к его краху и смене династии. Порочные царицы, не по-женски упивавшиеся властью и богатством, тщеславившиеся своей красотой и глубоко развратные в целом, стали другим, помимо девиц-киллеров, вариантом роковых женщин истории бескультурья. От Цирцеи, заманивавшей на свой остров Одиссея и его матросов и превращавшей их в свиней, и Клитемнестры, убивавшей мужа, вернувшегося с Троянской войны, и до вполне исторически достоверных Клеопатры и Екатерины Медичи. Женщины на троне, если они были достаточно решительны и амбициозны, получали печальную славу, несмотря на то, что они не делали ничего такого, чего бы не делали их современники-мужчины. Но их всегда подозревали в том, что они используют свои женские чары во зло и бьют соперников мужчин по самому чувствительному месту. А это нечестная игра, не спортивна. Мужчины же не пытаются вас очаровать. Просто идут войной, огнем и мечом решая проблемы. А женщины подлинненько, а женщины ядом и красотой. Слово «красавица» иногда использовалось почти что как ругательство. Вы видели портреты Клеопатры? Легенды были к ней ужасно несправедливы. Но если в древности женщины еще могли иногда получить законную власть и политическое влияние, то
то средние века окончательно определили их место в обществе как второстепенное. Не то чтобы амбициозные и активные дамы исчезли из истории, но их никто не одобрял, и кончали они плохо. «Молот ведьм» подвел теоретическую основу под старое наблюдение, что женщины легко становятся орудиями дьявола. И не то чтобы мужчины не могли стать его орудием, ведьмаки были, их тоже жгли на кострах. Но у женщины было больше причин на него попасть. Любое неподчинение социальным нормативам, любое превосходство над завистливыми односельчанами, любые попытки лезть не в свое дело кончались печально. В Европе роковых женщин почти что вывели под корень. Из исторических аналов они окончательно перекочевали в художественную литературу. Прекрасная беспощадная дама рыцарей и трубадуров была по большей части чистой воды фантазией. Она, кстати, всегда была замужем за другим. Ее пресловутая жестокость по отношению к несчастному влюбленному имела причиной то, что ключ от ее пояса верности был в яйце, яйцо в утке, утка в гусе, а муж на войне с сарацинами. Легко прослыть жестоко, если ты сидишь в замке взаперти. Может быть, они бы и хотели спасти умирающего от любви рыцаря, но кто бы ее выпустил из донжона? Также роковые женщины из рыцарских романов часто оказываются волшебницами, как Фата Моргана, потому что они имели необъяснимую власть над мужчинами. И с точки зрения психологии того времени, единственным объяснением этому было колдовство. Отсюда происходит пресловутая загадочность роковых женщин. Они загадочны, потому что непонятен источник их влияния на мужчин. Вроде как объективно никаких возможностей для женщины быть сильнее мужчины нет. Загадка. Так Средневековье исподволь заложило основу того образа роковой женщины, который мы знаем сейчас. Женщина прекрасная, загадочная и опасная для мужчин. При этом то, что от женщин по большей части один вред, практически никто не сомневался. Пуритане, к примеру, были в этом уверены. Но среди пуританок не было фам-фаталей. Не выживали. Нужно было, чтобы мужчины в конце концов решили, что от женщин один вред, и это классно. Это сделают только в XIX веке писатели-романтики. С появлением европейского романтизма положение роковой женщины резко меняется. К этому времени окончательно выработались и утряслись ее необходимые признаки. Она не просто привлекательна, она неотразима. Ее неотразимость со всей очевидностью чувственна, и она это знает. Не умом она берет и не знанием линейной алгебры. У нее циничный взгляд на жизнь. Ее история темна и трагична. В ее прошлом есть какая-то роковая тайна. Но эти жизненные трагедии не повернули ее к Богу. Она материалистка, она любит деньги и власть. Она уверена в себе и самостоятельна. Она не боится потерять мужчину. Отвалится этот, придут другие. И она противоположность всем остальным стереотипным женским ролям, архетипам невинной девицы, добродетельной матери и доброй старухи. Вообще мы смутно догадываемся о том, что все злые старухи, ведьмы и колдуньи по молодости были этими самыми роковыми женщинами. В сказках они даже периодически превращаются одна в другую. Ребекка Вайвенга встречает такую старуху, пугающий персонаж, предсказывающий ей страшное будущее. И хотя Ребекка вообще-то милая, невинная девушка, но она по самой своей принадлежности к неверным одной ногой там, на стороне зла. Она горда и боевита. Это уже подозрительно. Это уже отделяет ее от белокурых кротких голубок, являющихся образцом для подражания для христианских девиц. В тогдашней литературе было модно включать соперницу иных кровей – Ребекку, Исидору, Каринну.
которая влюблена в героя и завоевывает симпатии читателей своим мужеством и откровенностью. Но герой, конечно, в конце женился на беспомощной белой инженю, на порядочной невинной девице соответствующей религиозной деноминации. Однако постепенно, в течение XIX века, роковая женщина начинает побеждать соперниц. Это происходит не сразу. Долгое время она проигрывает в борьбе с мужчинами и добропорядочными женщинами. К примеру, Миледи – типичная роковая женщина, настоящая Цирцея политической жизни. Но мужики ее поймали и ей отомстили. И это было типично. Герой мог на секунду увлечься неподобающей героиней, но в конце он всегда одумывался и переходил назад на сторону добра. А роковая женщина гибла, оказавшись жертвой своих страстей и образа жизни. Но с приближением XX века роковые женщины научились выживать и побеждать. К тому времени социальное положение роковой женщины решительно меняется. Она уже не царица. Ее происхождение темное. Она может быть из любых социальных слоев, вплоть до уличной девчонки. Кармен первая приходит в голову. Но ее власть происходит от нее самой, не от ее положения в обществе, как у древнегреческих и древнекитайских взорвавшихся цариц. Прерафаэлиты в живописи и захер-мазах в литературе решительно поднимают роковых женщин из канавы и возводят на пьедестал. Про захер-мазах и так понятно, но прерафаэлиты хоть и напирали на историзм, христианство и гуманизм, тем не менее настолько идеализировали образ прекрасной и опасной дамы артурианского времени, что совершенно вскружили головы здравомыслящим викторианцам. Роковая женщина была продуктом мужской фантазии, мужчинами изобретенная и сфабрикованная. Ее власть была во многом номинальной. Даже когда она побеждала, ей позволяли это делать чувственные мужчины, искавшие таких отношений, жаждавшие красивого саморазрушения. Они не были жертвами. Кармен была жертвой. Земфира, старый муж, грозный муж, режь меня, жги меня. Вот эта Земфира была жертвой, а не мужчины. Даже если у роковой женщины больше не было соперниц среди чистых дев, их все равно, в конце концов, как правило, убивали мстительные мужчины. Потому что на реальной социальной арене происходили тревожные перемены. Женщины начинали объединяться в политические партии. Они требовали равноправия и избирательного права, носили шаровары, курили и ездили на велосипедах. Они не желали по дефолту становиться женами и матерями. Они хотели новых горизонтов. Мужчины над ними нервно смеялись, но отчаянно сопротивлялись. Говорили, что у этих пугал нет риска выйти замуж, кто их возьмет. И пока эмансипантки в дурацких шароварах и в пенсне не были по-женски привлекательными, они не были опасными. Но среди них начинало попадаться все больше и больше самоуверенных красоток, воспитанных слишком эмансипированными родителями. К концу века появляется еще один аватар роковой женщины – подруга поэтов и художников. Она и сама творческая личность, тоже что-то рисует, что-то пишет, но главное ее искусство – это искусство жизни и любви. Толпы самых талантливых мужчин ее эпохи охапками бросают к ее ногам сердца, цветы и произведения. А она уходит от одного к другому, потом к третьему, четвертому и работает музой. И иногда становится почти невинной причиной знаменитых дуэлей и самоубийств. Альма Малер, к примеру, которая своим фундаментальным бюстом пропахала через всю венскую интеллигенцию, от Климта до Фрейда, через, естественно, Малера и еще дюжину других композиторов и художников. Или Лу Саламе. Напишите внизу, кого я забыла упомянуть. Большинство из этих женщин не творили много реального зла. Трагедии и скандалы вокруг них, честно говоря,
были в значительной степени на совести их чересчур нервных творческих мужчин. Но были среди роковых женщин и настоящие психопатки, как Мария Тарновская, на совести которой было реально несколько смертей. Белла Теро, как вы уже знаете, тоже была ответственна за несколько самоубийств. Постепенно с развитием психологии и психиатрии даже самые большие энтузиасты роковых женщин начали потихоньку осознавать, что это мужская фантазия, и мужчины в массе своей предпочитают, чтобы она оставалась в мире фантазий. А потом появилось кино. И вот на экране-то образ роковой женщины расцвел в полную силу. Он словно ждал визуального медиа. По радио и книгами ее очарование было не передать в полную силу. Но кино... От первых немых фильмов до гангстерских детективов роковая женщина проходит по экрану плавной походкой на высоких каблуках. Интересно, что в первом фильме, который популяризовал термин «вамп» по отношению к роковой женщине и заложил основу этого амплуа, «Жил-был дурак» он назывался, где Теда Барра сыграла первую кинематографическую вамп. Ее героиня не просто соблазнительница, она экстрасенс. Она гипнозом покоряет мужчин. Как я понимаю, для публики того времени все еще была непостижима мысль, что порядочный мужчина может бросить семью просто ради какой-то обычной женщины, не обладающей сверхъестественными способностями. Мы современные развитые люди и понимаем, что она не демон ада и по-настоящему колдовать не умеет. Ну вот вам научное объяснение, почему мужчины уходят из семей. Гипноз. После мировых войн образ роковой женщины окреп и начал выражать амбивалентное отношение мужчин к женщинам, нашедшим независимость и уверенность в себе вне традиционной семьи. Гендерные роли сместились. Эти амазонки были не просто красивыми объектами, которые нужно было подчинить. Они были самостоятельны и поэтому опасны. Кроме того, в воздухе завис вопрос об их верности. Некоторые из них вообще отказывались выходить замуж и иметь детей. Мужчин также очень беспокоила внезапная алчность женщин. Раньше женщине было неприлично интересоваться деньгами. А зачем? Они не имели права иметь свой собственный счет в банке, не зарабатывали. Им муж или отец давали деньги на хозяйство. А теперь женщины начали сами зарабатывать и держать свои денежки при себе. И это выглядело как неприличное стяжательство. А женщины всего-навсего поняли, что лучшая свобода – это свобода экономическая. Ум и меркантильность стали типичными качествами роковой женщины XX века. В популярных кинодетективах и криминальной литературе первой половины столетия почти всегда фигурирует бескомпромиссный аморальный женский персонаж. Хищная любовница гангстера или отчаянная домохозяйка, в какой-то момент решившая отравить мужа ради наследства или страховки. Прототипом роковой женщины фильма «Нуар» часто считается героиня Барбары Стэнвик в фильме «Двойное возмещение». Эта расчетливая блондинка в темных очках соблазняет страхового агента и подговаривает его убить ее мужа и инсценировать это как несчастный случай, чтобы получить двойную страховку жизни. У роковой женщины в черно-белом кино было ровно два пути к слову «конец». Она должна или быть наказана и эффектно погибнуть, или мы должны были обнаружить, что на самом деле она хорошая, просто она притворялась плохой по какой-нибудь извинительной причине, как Гильда Риты Хейвард. Я не ветреница. Меня такое нарисовали. Это вынужденно делалось по требованию Политбюро или Лиги кинематографистов Голливуда. Они имели поразительно схожие моральные кодексы. Криминал не должен торжествовать на экране, порок должен был наказан, иначе фильм просто не выпускали на экраны. Потребовались
серьезные социальные сдвиги и сдвиги в сознании потребителя, чтобы на экране появились Мэтью Уокер, Бриджит Грегори и Кэтрин Трамел, которые не просто убивают, не раскаиваясь, но и выходят сухими из воды. А Деми Мур в «Разоблачении» открывает новые горизонты порока. Если вы не видели, это фильм о сексуальном домогательстве на рабочем месте. Причем женщина-босс преследует своего подчиненного мужчину. Все перевернулось с ног на голову. Образ роковой женщины начинает демонстрировать черты морального устаревания, одновременно с тем, как женщины перестают занимать второстепенное положение в обществе. И мужчины, привыкшие видеть женщин рядом на рабочем месте и даже выше себя по командной лестнице, перестают испытывать по этому поводу эротическую паранойю. Став равными мужчинам, женщины не только получили права, но и потеряли некоторые привилегии. Сейчас, если женщина попытается разрушить мужчину, он просто перестанет ей текстить и найдет себе другую на Тиндере. Да и в глазах женщин образ гиперсексуальной красотки, которая самоутверждается исключительно через мужчин, начинает выглядеть немножко смешным и устаревшим. Уж очень очевидным становится факт, что роковая женщина – это всего-навсего воплощение мужских фантазий, и она не имеет ничего общего с интересами самих женщин. Разумеется, женщина может эксплуатировать мужские фантазии для достижения личной выгоды. Но во времена, когда женщина была ущемлена в правах, в этом был некий героизм. Непокорство, бунт, победа слабых над сильными. А сейчас кого нам побеждать? Мужчины сами охотно признают, что они рабы гормонов. Алло, Ларису Ивановну хочу. При этом легко предоставляют женщинам платить за себя в ресторане. Победить такого противника не бог весть какая доблесть. Мужчины же, обладающие самоконтролем и чувством юмора, не попадаются на эти проеденные молью уловки. Может быть, они не поют вам серенады под окнами, но они не будут пытаться вас подсидеть на работе на основании того, что женщины биологически глупее мужчин. Они не пытаются вас угнетать, вы не пытаетесь их покорять. Да, возможно, что в процессе борьбы за свои права мы потеряли некоторые привилегии. Но разве оно того не стоит? На сегодня у меня все. Дальше будет реклама моих блогов на Бусти и Патреоне. Спасибо вам за внимание, всего доброго и до новых встреч. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. А на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы. И на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.